Друзья, вот такой вот вариант. Буду переводить выступление TED Talks. Вот у вас будет прекрасная возможность именно взять и послушать, как, допустим, звучит в оригинале. Вот это вот будет как бы убить двух птиц одновременно, зайцев. И у вас будет возможность того, чтобы послушать английский оригинальный вариант, а потом остановлю и переведу. И вы послушаете вот как бы вот так вот, в общем-то. Ну, посмотрим. Поехали. In 1942, Albert Einstein was teaching at Oxford University. В 1942 году Альберт Эйнштейн преподавал в университете Оксфорд. And one day, he just gave an exam of physics to his Значит, и в понедельник он устраивал экзамен по физике своим студентам, которые учились более на старших классах по физике. senior class of physics students. And he was walking on the campus with his assistant. И он гулял по кампусу со своим помощником. And all of a sudden, the assistant looked at Albert Einstein and said, И вдруг помощник посмотрел на него и сказал: Dr. Einstein, this exam which you just gave to the senior class of physics students, экзамен, который вы устроили для студентов старших курсов по физике, isn't that exactly the same exam you gave to exactly the same class это тот же самый экзамен, который вы устроили точно тому же классу, 1 year ago? значит, в прошлом году? Yeah, said Albert Einstein, it's exactly the same. Альберт Эйнштейн ответил, что да, это абсолютно точно тот же экзамен. But Dr. Einstein, how could you possibly do that? The assistant Доктор Эйнштейн, а как вы вообще могли это сделать? Сказал ему помощник. said. Well, said Einstein, the answers have changed. Вы знаете, что ответы поменялись. Вот смех, слышите сами. The answers have changed. In other words, what is true? И иными словами, то, что было, значит, истиной в 1942 году, на сегодняшний день оно может подтвердить вдвойне, подтвердиться. For 1942 is even more true for today. We live in a world where the questions might be the same, but the answers Вы знаете, мы живем в том мире, где вопросы могут быть те же самые, но ответы могут совершенно отличаться. have changed. In other words, what has got you here will no longer get you there. Имеется в виду то, что то, что у вас сейчас вы получили, у вас есть на руках, через какое-то мгновение оно совершенно может оказаться другим феноменом. То есть все течет, все меняется, все сводится к этому. And if you want to have results that you've never had before, well, И если вы хотите получить результаты, которых у вас никогда не было раньше, you need to вам start надо doing будет things you've never done начать заниматься тем, чем вы ранее никогда не занимались. before. Now, the key question for today is, of course, is there a method to the madness? И сегодня основной вопрос заключается в том, есть ли какой-то способ, методика какая-то, так скажем, нестандартному, такому сумасшедшему отношению, мышлению. Is there a way that each of us can do impossible things Существует ли какой-то метод, то, что каждый из нас способен сделать какие-то вещи, совершить то, что практически невозможно, to truly create dramatic results? для того, чтобы создать реально, действительно феноменальные результаты? And the good news is that the answer to that question И хорошо то, что у нас есть ответ на этот is вопрос, yes. и это да. Because what I'm going to explain today И то, что я сегодня вам объясню, расскажу, is when it comes to high performance, когда дело касается высокой эффективности, why the majority почему большинство ошибаются, is always wrong, постоянно ошибаются, and how you can use that и как to можно get это everything you использовать, can out of everything you и как можно этим воспользоваться из всего того, что у вас
имеется в распоряжении. you've got. But let me first introduce you to something interesting. Давайте я сначала вас ознакомлю с чем-то таким очень захватывающим. An interesting observation. Интересное When наблюдение. people, teams, and organizations, whenever they hit Когда люди, команда в организациях, когда a wall, они когда сталкиваются с какой-то неразрешимой проблемой, they tend to do one of two things. они обычно делают буквально у них несколько приемов против против этой проблемы. They either do more of the same things, Либо они, значит, превышают количество совершаемых действий, повторяют их много-много, либо они их, значит, уменьшают свою деятельность. or they do less of the same Меньше. things. То есть меньше But занимаются what you чем. very seldom see is that Но очень редко можно увидеть, что они редко можно увидеть то, что они именно меняют вектор своих they действий. start to do different things instead. And it's interesting, if you look at the data, approximately Ну, конечно, очень интересно, если изучить определенные данные, примерно 3% населения склонны делать вот какие-то вот разнообразные вещи, то есть разнообразным действиям склонны люди. 3% of people 3%. are inclined to even do different things. And the remaining 97%, И остальные 97% продолжают биться об эту стенку головой. continues to smash into the wall like some kind of crazy energy bunny on steroids. Как будто вот это вот интересное сравнение, как подобно сумасшедшему кролику, который работает на стероидах, который накачан стероидами. Вот так вот And бьется why об is that? стенку. Почему это Why происходит is that? так? And to understand what is going on here, we Для того, чтобы понять вообще в чем дело, нам надо как-то задаться несколько иным вопросом. need to ask ourselves another question. And the question we need to ask ourselves is, what is the purpose of thinking? И вопрос, который мы необходимо должны мы задать сами себе, в чем заключается смысл вообще размышлений? What is the purpose of thinking? В чем заключается смысл размышлений? Now, if you ask that question to a brain scientist, Если задать этот вопрос к нейробиологу или the brain scientist will say, well, the purpose of thinking is to stop thinking. у него ответ будет такой. Значит, вся цель, вся сущность, значит, умственного процесса – это перестать думать. The purpose of thinking is to stop thinking. Да, цель размышлений, цель умственный процесс – это заключается в том, чтобы перестать Now, what does думать. she mean by that? Что Well, имеет here's в the виду thing. этим? Thinking is a high Да, вы понимаете, что размышление – это очень высокоэнергичный такой процесс, который требует очень много сил. energy activity. It takes a lot of energy to think. So whenever we think, we try to think Когда as мы short as думаем, possible. когда мы думаем, когда бы мы не думали, мы всегда стараемся думать вот какими-то короткими отрезками, да, вот думать немного, в общем, так сказать. And then we return to automatic pilot. И затем мы возвращаемся, так скажем, к режиму автопилот. Over 95% of our life we run on automatic pilot. И свыше 95% случаев в нашей жизни мы, так скажем, находимся в режиме автопилота. For example, if you've ever driven a car and Ну, к примеру, если вы когда-нибудь водили машину, you realize, whoa, what did I do? вы понимаете, что я сделал не так, значит, за прошлые In the полчаса. past half an hour, that's your brain on automatic pilot. Потому что ваш мозг находится в режиме автопилота. Yeah? Another example, Еще many of you пример. right now Ну, многие из вас прямо сейчас слушают меня, и они находятся в режиме автопилота. are listening to me on automatic pilot. And I know who you are. И я знаю, кто вы. И они смеются. Now, here's the thing. If your brain is on automatic pilot, Ну, вот, знаете, что если ваш мозг находится в режиме this автопилота, leads to what the scientists call mental
Вот ученые его называют, значит, умственную дальнозоркость. myopia, also known as tunnel vision. Также известно, как вот подобно мы просматриваем видение через тоннель. То есть мы способны... Туннельное видение, вот такое определение. And if you have tunnel vision, that's a bit of a problem. Если у вас есть способность такого мышления или видения, значит, это значит, что у вас есть проблемы, потому что вы путаете людей с их способностью работать. Because it confuses people about their own performance. Это путает людей по поводу того, что мы можем совершить, работать. And this is the reason that many people go through life И вот по этой причине-то многие люди живут соответственно, делают какие-то поступки, свойственные посредственным людям, посредственным обычным гоночным машинам, подобно гоночным обычно как будто это гоночный болид. acting like a mediocre race car driver. Хочу отметить, что mediocre это означает посредственный такой вот особо ничем не отличающийся, Who sits in his car, который сидит в своей машине, смотрит в зеркало заднего обзора, looks in his rear view mirror, sees his competition, видит, что вот идет какое-то вот соревнование, то, что вот, and is so far behind и видит, что многие уже отстали где-то, а он и думает, they что... think they are first. In other words, ladies and gentlemen, we tend to think inside the box, and the box Вы знаете, дамы и господа, иными словами, мы постоянно склонны думать как будто в каких-то ограниченных рамках. is a very good metaphor here. Вот прекрасная метафора для этого. So let me draw a box. Давайте, разрешите мне нарисовать такой квадрат. And if you take a close look at the box, you Если внимательно приглядеться к этому квадрату, see that the boundaries of this box are very well defined. вы четко увидите, что границы этого квадрата четко очерчены. So we think inside defined boundaries. Мы постоянно склонны думать в определенных, значит, начерченных рамках. У нас такое рамочное мышление. Вот я вам приведу сейчас I'll give you an пример. example. One boundary is a legal boundary. Одна из границ, одна вот эта линия, это своего рода легальная, юридическая. And we think within the legal framework. Мы размышляем в такой, так скажем, в правовой рамке. I'll give you an example. Very Приведу few of you пример. Лишь немногие из вас думают, что... would think of stealing the wallet of the person next to you. Немногие из вас захотят или придет им такая мысль, чтобы украсть кошелек у того, кто сидит с вами рядом. In order to fund your next cool startup. И для того, чтобы начать свой гениальный стартап-проект. Yeah? At least that's what I hope. Ну, по крайней мере, я так думаю, надеюсь. So we think in legal boundaries, but there are Потому что мы постоянно вынуждены думать в правовых рамках. other boundaries as well. We think in Но существуют и другие границы тоже, технологические, допустим, границы, физические границы. technological boundaries, we think in physical boundaries, but we also think in moral boundaries. Также у нас существуют моральные And this is ограничения. why we think inside the box. Вот почему у нас такое рамочное, то есть ограниченное мышление. At least that's what we think. По крайней мере, то, что мы думаем вот так. Because the reality is that the box in which we think looks more like this. Поэтому в реальности вот эта рамка, в которой мы размышляем, она выглядит вот так. Now, for those of you in the back who cannot see it, the reason is this is a very small box. Все заключается в том, что которые сидят на задних рядах, не будут способны увидеть вот эту маленькую коробку.
вот эту маленькую рамку, квадрат. Смеются. And let me illustrate how small this box can be. И давайте, позвольте мне, значит, объяснить, что может значить вот эта маленький квадрат. For example, if I would say tonight, let's have something to eat, Если, к примеру, я скажу сегодня, что давайте что-то покушаем, have dinner tonight, what would be options to do that? ну, какие у нас будут выборы, если я скажу, что давайте сегодня поужинаем, возможно, вы скажете, Probably you что can come up давайте with, hey, let's buy some покушаем pizza, пиццу, go to a restaurant. возможно, пойдем в ресторан, ну, или что-то приготовим дома, будет куча прекрасных Cook идей. at home, all kind of cool ideas. But I believe that very few of you would raise their hand and say, Но я совершенно уверен в том, что лишь немногие из вас поднимут руку и hey, let's go скажут, to что the highway close by. давайте пойдем на трассу, которая находится вот тут поблизости, See if we can pick up some dead animals on the side чтобы подобрать какие-то несколько мертвых животных на of обочине the road дороги and prepare ourselves a crispy и приготовим себе такой вкусный ужин. dinner. That's a disturbing thought. Ну, вот это вот как раз-то и есть вот эта тревожная или шокирующая мысль. But here's the funny thing, for many people, Да, вот смешно и забавно то, что многие люди в мире, у них был бы совершенно адекватная и обычно нормальная реакция in the на world, это. this would be a perfectly normal response. Nothing wrong with that. Ничего плохого в Yeah, этом so what нет. it shows is that the box in which we think Пока все, что показано в этом, то что в этой рамке, в этом квадрате, то, is что мы думаем, actually very, very small. потому что он очень маленький. На And самом if you деле. take a look, if you take a closer look at your industry or professional field, Если посмотреть а, внимательнее посмотреть на вот именно вот эту промышленность или в сферу профессиональной деятельности, you also think inside a very small box. вы также будете размышлять в этих ограниченных рамках. And the boundaries of this box, they are called industry standards. И границы этой рамки, этого квадрата называются промышленные стандарты Or industry norms. или индустриальные нормы. For example, if you are in the restaurant business, Если, ну, к примеру, если у вас ресторанный бизнес, then the industry standard is that people come to your establishment, все заключается в том, что люди приходят к вам в ресторан, they eat, and then they pay. That's the кушают standard. и платят. That's how everyone is doing Вот it. этот стандарт, который у всех. Another example, if you are in the Ну, к banking примеру, если business, вы в банковском this norm бизнесе, is that people give you норма money, you заключается say в том, thank you что very ну, much, and деньги, потому что деньги приходят кому-то еще, когда они поступают в банк, потом они переходят you еще give the кому-то. money to someone else. I mean, that's banking. Ну, я имею в виду, что, ну, вот банковская сфера работает так. So those are standards, those are norms in the Ну, вот это есть стандарты, вот эти нормы в этой сфере, в профессиональной industry or сфере. professional field. But this is what you need to know. The word Вот что надо norm знать. is an Слово норма – это аббревиатура или сокращение abbreviation от for normal. Нормальной. In other words, if Иными you do what словами, everyone else is doing, если you вы get будете делать то, что results that делают все, значит, у вас будут такие же everyone результаты, else is что getting, у and those всех. are normal results. Вот это все будут обычные, обыденные, нормальные результаты. Вот And the так. thing is, what we Я are думаю, after что today are И я думаю, что и после всего этого и самые необычные результаты. extraordinary results. Yeah? So the key question is, of course, how can you kick yourself out the box? И ключевой вопрос заключается в том, как же выскочить за эти рамки. Out this very small box of your industry and professional field. Как выйти за рамки этого маленького квадрата своей профессиональной сферы. And move to the happy place. Значит, перейти в более такие хорошее какое-то место, где вы будете еще чувствовать себя счастливым. Where cool innovation happens. Где вот и происходят крутые инновации. Yeah, how can you do that?
Как можно это сделать? Now, let me introduce you the curious case of the Давайте я вам представлю очень любопытный случай водителя лондонского такси. London taxi drivers. If you want to become a taxi driver in Если вы хотите стать водителем такси в London, Лондоне, you need to know the entire city by heart. вы должны знать наизусть весь город. And this is called the knowledge. И это называется знание. And you can imagine it takes years to get the knowledge in your head. Вы понимаете, что занимает много лет для того, чтобы все это выучить. And that's a bit of a problem if you want to rapidly expand your taxi business. И, конечно, в этом заключается проблема, если вы хотите расширить свой бизнес по, связанной с такси, деятельностью такси. So they ask themselves a question. How Давайте они себе, те бизнесмены, которые развивают деятельность такси-бизнеса, они задали себе can we вопрос, rapidly expand our taxi business как можно расширить бизнес такси, while at the same time employing taxi drivers who do not know anything about и the в то же самое время используя ту технику, результаты тех таксистов, которые практически ничего не делают, которые совершенно не знают никакой информации о city Лондоне. of London? And then they came up with a very ingenious solution. What И потом у вас возник очень тонкий, очень меткое we решение. said it, well, actually, then we make two kind of taxis. One is a Почему? И потом у вас возникает идея, почему бы не сделать два разных вида такси. normal taxi Обычное такси и такси с большим логотипом, на котором написано. and the other taxi has a big sign on it which says the driver of this vehicle Водитель этого такси не знает ничего. does not know anything about the city of London, but Ничего не знает о городе Лондон, но ему нравится ездить в разные районы. loves to get directions from you. And that's a brilliant solution because this attracted those people И это прекрасное решение, потому что это привлекло тех людей. who lived in London, knew the city very well. И это привлекло тех людей, которые живут в Лондоне и знают город очень хорошо. And finally could pay boss in a taxi. И в конечном итоге они могли бы оказаться хозяином в такси. Yeah. Brilliant. Прекрасно. Гениально. Now, ladies and gentlemen, this sounds like a very cute story. Да, дамы и господа, вы знаете, что это звучит как просто такая очень милая история. But there's much more than meets the eye. Ну, конечно, гораздо больше, что человек может увидеть. Because what we have found Потому что то, что мы обнаружили, is that breakthrough innovation, extraordinary results, то, что вот эти прорывные результаты, невероятные результаты происходят, happen when people decide когда люди решают в конечном итоге выйти за определенные рамки или to нормы. finally break the standards or the norms in their industry or professional field. Ну, в определенной профессиональной сфере. And you see this over and over again. For example, И вы постоянно за этим наблюдаете. Например, if you would have a furniture если у вас будет бизнес по производству business and мебели, one day you would decide to no однажды вы решите, что вы больше не будете для клиентов собирать мебель, longer assemble furniture for your customers, probably you would end up with a company called IKEA. может быть, вы покажете то, что вы станете компанией IKEA в конечном итоге. Yeah. Another example, if you own a computer Вот, приведу вам другой пример. Если у вас компьютерный business, бизнес, and one day you would decide to no однажды longer вы sell your скажете, что я computer больше не буду using a продавать physical компьютеры, store. которые находятся в обычном магазине, физическом магазине. Probably you would end up with a company called Dell Computers. Возможно, вы придете в конечном результате итоге к тому, что у вас название вашей компании станет Dell, компьютеры Dell. Yeah. Да, вот так. So, ladies and gentlemen, what it Поэтому, tells дамы и us there господа, is a позвольте мне сказать, что этот метод вот какого-то, так скажем, в кавычках, сумасшествия, method to the madness.
Методика And by сложности. understanding that the majority is always wrong, И понимая, что большинство часто ошибается, мы приходим к более эффективным результатам. when it comes to high performance, finally you have the opportunity to quit fixing things И в конечном итоге у вас появляется возможность перестать ремонтировать или решать определенные вопросы, исправлять их and move to massive innovation instead. и перейти к крупным инновациям вместо этого. Ladies and gentlemen, Дамы и господа, the Roman Emperor римский император Маркус Marcus Аврелий, Aurelius once said that the object of life он сказал, что целью жизни, is not to side with the majority, цель жизни заключается не в том, чтобы примкнуть к большинству, but the object of life но цель жизни заключается в том, is to что escape finding oneself joining the ranks цель жизни заключается в том, чтобы суметь найти способы избежать и не примыкать к клинически больным. Ну, это своего рода такие исторические метафоры, то, что цитирует Пол Рулкинс на площадке TED Talks Марка Аврелия, философа, представителя античного Рима. of the clinically insane. Клинически ненормальных людей. If you do what everyone else is doing, Если делать то, что делают все остальные, you're not distinguishing yourself, вы совершенно ничем не будете отличаться. И, and you're probably stuck. возможно, вы просто застряли в болоте. And this is why, when it comes to high performance, И вот почему, когда дело касается высокой эффективности, большой the производительности, majority is always wrong. большинство оказывается, что ошибается. This is what we know. Вот что нам известно. We know that 3% of people are able to achieve extraordinary results. Вот почему нам известно, что лишь 3% людей способны добиться невероятных результатов. And each of you can become part of those 3%. И каждый из вас может стать частью этих 3%. By deciding as of today to Решив с сегодняшнего дня нарушить свои break your industry стандарты standards and to break your industry norms. и нормы всякие. The alternative, of course, is Конечно, that you выбор к become этому вы станете, конечно, можно не нарушать и стать частью тех 97%, part of the 97% who in the end works for those 3%. которые в конечном итоге оказывается, что работают на те 3% людей. And as of today, that choice is completely yours. И на сегодняшний день выбор остается за вами. Thank you very much. Спасибо.